Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео я научу вас вязать вот такой вот узор. Смотрите, какие веточки. Вот так они переплетаются, и в серединке каждой веточки есть вот такая вот шишечка. Я спросила у себя в телеграм-канале, как назвать этот узор, и мне предложили просто какое-то безумное количество очень интересных и необычных названий, до которых бы я, честно, сама никогда не додумалась. Мне кажется, самым популярным было название пахлава, и, наверное, мы так его и оставим, потому что девчонки сказали, что эти веточки, эти орешки, они напоминают ромбики пахлавы с маленьким орешком в центре. Теперь про то, как же этот узор вяжется. Итак, для узора набираю число петель кратное 8 плюс 2 петли для симметрии. Я наберу 34 петли. Раз, два, три. Итак, петли набраны. И переходим к самому узору. Смотрите, этот узор, как и многие узоры, которые я создала в этой технике, состоит всего из двух рядов. Один ряд вяжется справа налево, а другой ряд вяжется слева направо. И дальше эти два ряда повторяются. Сами эти ряды состоят из множества маленьких укороченных отрезков, но я эти отрезки в отдельные ряды не делю. Итак, теперь про сам узор. Первый ряд, вот он начинается и вяжется справа налево и состоит вот из этих вот отрезков. Итак, первый ряд, первый отрезок. Воздушная петля подъема. Дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Петли связаны, готов первый отрезок. И дальше сразу начинается раппорт, горизонтальный раппорт узора. То есть это та часть, которая повторяется. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу соединительную петлю с накидом. Я делаю 4 соединительных петли с накидом. Так. Воздушная петля подъема, поворот. Дальше сразу пойдет вот этот вот выпуклый элемент с шишечкой. Как он делается? Вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю точку, делаю соединительную петлю. В следующую точку точно так же за дальнюю дужку вкалываю крючок, делаю столбик без накида. Должно получиться вот так. Дальше, смотрите, я завожу крючок за столбик без накида. Вот я возьму крючок поменьше, смотрите, вот сюда нужно завести крючок. Вот так. То есть между соединительной петлей и столбиком без накида этого ряда. Итак, завожу крючок за столбик, подхватываю рабочую нить, вывожу петлю. Это 1. Делаю накид на крючке. Это 2. В ту же точку возвращаю крючок. 3. Снова накид. Это 4. И в ту же точку возвращаю крючок. Это 5. Теперь считаем. Всего будет 6 петель на крючке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. И дальше вкалываю крючок в следующую петлю за дальнюю дужку. Подхватываю рабочую нить и протаскиваю ее через все петли на крючке. То есть фактически я делаю соединительную петлю через все вот это количество петель и накидов, которые мы только что связали. Подтягиваю, подтягиваю. И в следующую точку делаю соединительную петлю.
Вот, выпуклый элемент с шишечкой на этом готов. Дальше ступенька, значит, делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд и делаю соединительную петлю. Раз. И в следующую точку вторая соединительная петля. Очередной отрезок раппорта готов. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу снова 4 соединительных петли с накидом. Воздушная петля подъема, поворот, и остается связать последний отрезок раппорта. Это 10 обычных соединительных петель. Точно так же начинаю во второе звено от крючка. Раз, два, три, 4. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд, это сцепка 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на этом готов раппорт узора. Дальше мы повторяем его вновь и вновь. 4 соединительных петли с накидом, выпуклый элемент с шишечкой, 2 петли по нижнему ряду, снова 4 соединительных петли с накидом и 10 обычных соединительных петель. И так мы повторяем до конца ряда, пока не придем вот в эту точку. Встречаемся здесь, покажу, как завершить данный ряд. Я почти дошла до конца ряда. Здесь у меня остается последний элемент в раппорте. По раппорту это 10 соединительных петель обычных, но у меня 10 не помещается. Получается, помещается только 6. Итак, воздушную петлю подъема, поворот я сделала. Дальше во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Провязываю 4. Здесь вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд 5 и в последнюю точку 6. Воздушная петля подъема для удобства перехода на следующий ряд. Итак, я сделала первый ряд. Вот он, это был первый ряд. Сейчас я нахожусь вот в этой точке, и дальше я должна связать, вот он, второй ряд. Ну а затем их повторять. И как мы видим, чем отличается второй ряд от первого. Во-первых, здесь вот эти ромбики с орешками располагаются в шахматном порядке относительно ромбиков первого ряда. Ну и во-вторых, начинается этот ряд с половины ромбика, да, первый начинался с целого, а второй начинается с половины. Итак, второй ряд. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала, делаю накид на крючке и вяжу 2 соединительных петли с накидом. Раз. Два. Воздушная петля подъема, поворот, 2 обычных соединительных петли. Раз. Два. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, вяжу 4 соединительных петли. Раз, с накидом, конечно же. 2. Вкалываю крючок в перемычку в ниточку. Когда делаю сцепку при вязании петель с накидом, дальше делаю накид на крючке в нижний ряд. 3. Снова накид на крючке в нижний ряд. 4. Воздушная петля подъема, поворот, 4 обычных соединительных петли. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 10 соединительных петель с накидом и все
ступеньки, которые будут встречаться. В этом отрезке делаются со степкой, естественно. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу. Раз, два, три, 4. Вкалываю крючок в перемычку в ниточку. 5, 6. Опять вкалываю крючок в перемычку в ниточку. 7. 8. И снова вкалываю крючок в перемычку в ниточку. 9, 10. И вот готов очередной отрезок. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше начнется раппорт. Это будет раппорт во втором ряду. Итак, как он вяжется? То есть раппорт — это снова та часть, которую мы повторяем все время. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 4 обычных соединительных петли. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4. Вкалываю крючок снова в перемычку в ниточку, вот так. Накид на крючке. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше выпуклый элемент с шишечкой. Начинаю с обычной соединительной петли. Делаю соединительную петлю. В следующую точку столбик без накида. Здесь точно так же работаю. Сначала завожу крючок за столбик без накида. Подхватываю рабочую нить, делаю петлю. 1, накид 2, туда же крючок 3, накид 4 и последняя 5 петля 5. Всего на крючке сейчас 6 петель. Теперь вкалываю крючок за дальнюю полупетлю в следующую, по ходу вязания в следующее звено, да, подхватываю рабочую нить и протаскиваю ее через все нити на крючке. Это самый неудобный момент в этом вязании, но ничего страшного. И подтягиваем. И завершаю выпуклый элемент с шишечкой обычной соединительной петлей. Все, на этом этот элемент готов. И дальше следующий отрезок. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. И здесь 10 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4. Итак, снова ступенька. Вкалываю опять крючок в перемычку в ниточку. Накид на крючке. 5, 6. Снова в перемычку в ниточку. Накид на крючке. 7. 8. Опять в перемычку в ниточку, накид на крючке. 9. 10. И на этом готов очередной отрезок и готов весь раппорт. Я сделаю снова воздушную петлю подъема и поворот, да? Вот, смотрите, раппорт готов. Дальше он повторяется вновь и вновь. 4 обычных соединительных петли, 6 соединительных петель с накидом, выпуклый элемент с шишечкой и 10 соединительных петель с накидом. И опять 4, 6, выпуклый элемент с шишечкой и 10 соединительных петель с накидом. В общем, повторяем этот раппорт от и до. И встречаемся вот здесь, вот в этой точке. Я покажу, как завершается ряд.
Вот довязала я второй ряд вот до этой точки. Здесь закончила очередной раппорт отрезком из 10 соединительных петель с накидом. Сделала воздушную петлю подъема, да, и теперь мне нужно связать вот эти две линии. Как они делаются? Вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу тут 4 соединительных петли обычных за дальнюю дужку. Теперь воздушная петля подъема, поворот, и здесь 4 соединительных петли с накидом. Воздушная петля подъема, поворот, 2 обычных соединительных петли. И снова воздушная петля подъема, поворот, 2 соединительных петли с накидом. Раз. Два. Воздушная петля подъема, поворот, и на этом готов второй ряд. Вот, смотрите, тот же самый узор, да. Дальше мы возвращаемся к первому ряду. Вы просто перематываете видео на начало и повторяете первый, второй ряд, первый, второй ряд. Смотрите, когда вы будете снова вязать первый ряд, у вас здесь будет встречаться большее число ступенек, чем когда мы вязали первый ряд по наборной цепочке. Это все правильно, это все верно. Это не должно вас смутить. Вы просто здесь каждый раз, когда видите ступеньку, делаете степку. В этих узорах правило одно. Вижу ступеньку, делаю сцепку. Вижу ступеньку, делаю сцепку. Поэтому я даже никогда в своих схемах и в своих описаниях каких-то я эту сцепку не выношу в отдельный символ. Вы просто держите это в уме, что если перед нами ступенька, значит нужно сомкнуть данный ряд с нижним рядом. И теперь как же сделать вот такой вот завершающий край, потому что вы видите, как у меня образец красиво замкнулся, да? Здесь тоже последний ряд был второй. И как теперь закрыть это вязание? Финальный ряд, воздушную петлю подъема я сделала, поворот тоже сделала, и теперь просто вяжу все петли, соединительные петли, дохожу до ступеньки, а значит делаю сцепку. Так, так. Снова ступенька, снова сцепка. Здесь я также рекомендую пересчитать число петель. Должно быть ровно то число, которое вы набирали в самом начале. Я набирала 34, и здесь тоже у меня будет 34 соединительных петли. В общем, довязываю этот ряд и показываю вам, что получилось. Вот провязала я второй ряд, закрыла его, и видите, вот край выровнялся, стал ровным и аккуратным. То есть, если вы делаете одеяло, и либо плед, либо, может быть, шарф, то напоминаю, что здесь закрывается ряд именно так. Также можно вязать не все полотно данным элементом, как у меня связан образец, а можно связать, допустим, вот одну такую веточку. Мне кажется, она шикарно будет смотреться на варежках, да? Как всегда, видео-мастер-класс про свои варежки, про свои митинги ищите у меня либо на канале, либо в описании. Ну, смотрите, по-моему, будет просто очаровательно и как-то очень мило. И либо на носочки, либо сделать шапочку, да. Можно, как, например, я вот вяжу тунику, никак ее не довяжу, вяжу след, вот смотрите. Здесь другой узор, но узор из той же самой техники. И здесь, видите, я делала вот эти вот листья. Этот узор тоже есть у меня на канале. Я делала мотив листья из листьев с веточками и отбивала эти мотивы друг от друга. Здесь у меня ряд филейная сетка, ряд столбики с накидом и опять ряд филейная сетка. И таких мотивов у меня вот 3. И никак я не довяжу эту тунику. Ну, вам вот пока показываю свой недовязанный полуфабрикат. На этом у меня все. Пишите свои идеи, куда применить данный мотив. Я прям загорелась идеей связать варежки с таким мотивом. Вот она мне сейчас пришла в голову, и я загорелась. Спасибо большое за внимание. Если что-то было непонятно, пишите свои вопросы в комментариях. Спасибо за ваши лайки, за то, что подписываетесь на канал, за то, что нажимаете на колокольчик. Пока-пока.